С вами школа маникюра просто, меня зовут Эльвира, и сегодня я покажу вам технику прорисовки реалистичных фруктов и ягод. Нарисуем с вами клубнику в двух техниках, а также арбуз, киви и авокадо. Итак, поехали. Начнем с клубники. Для начала заполняем фон, полимеризуем его в лампе и начинаем рисовать силуэт нашей будущей клубники, заполняя его сразу красным, розовато-красным, тем цветом, который вам, в принципе, хочется, чтобы была клубника. Заполняем форму, это такой немножко вытянутый овал с остреньким носиком таким, ну, у вас может быть любая клубника. Полимеризуем, после этого прорисовываем зелень. Здесь у нас она будет светло-зеленая, затем мы ее, конечно, затемним. Полимеризуем и добавляем немножко теней на саму клубнику. Делаем это смесью темно-красного с базой. Вот таким образом. Полимеризуем и смесью белого с базой добавляем, наоборот, светлые участки на клубнику, чтобы она у нас выглядела живой. Чем больше цвета тени на вашем рисунке, тем он объемнее и тем он смотрится реалистичнее. Вы можете поставить немножечко медленнее, чтобы шло вам видео, и просто повторять за мной. Далее, после просушки в лампе, мы начинаем затемнять нашу зелень. Просто чуть более темно-зеленым цветом. Тоже это нужно для объема. Полимеризуем и еще берем более темно-зеленый и аккуратненько добавляем также еще более темно-зеленый цвет. Сушим и после этого темно-красным цветом ставим такие точки на нашу клубничку. Это те места, где, собственно, у нас будут семечки, да, нашей клубники. Я не знаю, семечки у нее, семена, да, что у нее там. Но вы, наверное, поняли, о чем я говорю. Сначала мы это делаем красным цветом, потом сушим. И внутрь вот этих вот красненьких точечек очень тонко черным цветом ставим очень маленькие такие точечки, еще меньше, чем красные. Аккуратно в каждую красную точку добавляем маленькую-маленькую черную точечку. И уже у нас клубника начинает выглядеть такой, как настоящая. После этого сушим и смесью я делаю этого желтого с белым, почти белым, чуть-чуть желтым отливом. Я ставлю на черные вот эти точки еще более маленькие беленькие точки. Это, причем не на все черные точки, а, так скажем, в избранном порядке, но на большинство. Это такой отсвет на каждой семечке. Тоже он придает рисунку такую живость. Далее, после полимеризации, этим же цветом вокруг вот этих красных точек, которые мы ставили изначально, я чуть-чуть обвожу тоненько вот тем же белым, смешанным желтым. Можете не заморачиваться, не смешивать его с желтым, делать это чисто белым цветом. Я это делаю не вокруг всех точек красных, а тоже в избранных местах. Это добавляет тоже света в клубнику, и получается она более живой. Далее добавляю также блики на зелень, и уже круто это выглядит. Мне еще захотелось затемнить зелень чуть-чуть. Смотрите, дальше мне захотелось затемнить чуть-чуть еще саму клубнику смесью такого черного, смесью с базой я затемнила. Теперь первая техника. Я сверху перекрываю рисунок наш матовым топом. Вот так получилось. И после этого я беру глянцевый топ, желательно густой топ, и им я ставлю точки на каждую вот эту семечку нашу. Так, чтобы они были выпуклые, эти точки, и тут же просушиваю их в лампе. Этого, конечно, я не показываю, чтобы было быстрее на видео, но это я делаю каждый раз. Поставил 3-4 точки, просушила, поставил 3-4 точки, просушила, и получается вот такой живой вариант, как бы с каплями воды.
такой классный, тоже он добавляет живости. Второй вариант — это просто мы делаем то же самое, но заполняем глянцевым топом наш рисунок, и получается вот такие два варианта. Напишите в комментариях, какой вам больше нравится. Так можно делать со всеми фруктами, но дальше я буду делать все просто в технике глянцевого топа, без выпуклых каких-то деталей. Следующий фрукт у нас арбуз, и мы также прорисовали фон, и красным цветом рисуем такой треугольник с округлым основанием. Сушим, подводим треугольник наш смесью белого с желтым, очень-очень светлой. Потом добавляем зеленого чуть-чуть и подводим еще. Каждый слой мы просушиваем. Потом светло-светло-зеленый добавляем. И в конце уже сама шкурка, она темно-зеленая. Тоненькую-тоненькую линию добавляем. Каждый слой полимеризуем. Далее смесью базы с белым я рисую светлые участки, как бы, от цвета, да, отблески. Тушую по арбузу. Вы можете просто замедлять видео и смотреть, что делаю я, и просто повторять то же самое. После просушки я ставлю семечки черным цветом. Тоненько. Просушиваю и на семечки добавляю блики белым цветом. Очень тонко. Также дублирую ярко-белым цветом вот этот вот срез арбуза. И более темным я добавляю тени. Это смесь красного с базой. Просушиваю и смесью темно-зеленого с базой я рисую под самим нашим арбузом тень, просто такими штрихами хаотичными. И далее на фон, просто чтобы было поинтереснее, ставлю 3 сердечка белым лаком, белым гель-лаком. Просушиваю, заполняю все, покрываю глянцевым топом, и получается вот такая реалистичная красота. Вроде бы все просто, а смотрится как настоящий. Следующее в этой технике мы будем рисовать авокадо. Также начинаем с фона, полимеризуем. И таким салатовым цветом я его делала смесью желтого, белого и зеленого. У меня такого цвета изначально не было. И рисуем силуэт нашего будущего авокадо. Сушим и более желтым цветом рисуем то место, где у нас будет косточка. Рисовываем. Затем полимеризуем и рисуем косточку темно-темно-коричневым цветом. После этого зеленым цветом, таким светло-зеленым, обводим наш авокадо тоненько. И немножко тушуем к середине. Сушим и темно-темно-зеленым тонко обводим наш фрукт. И рисуем шкурку темно-зеленым цветом. Так как шкура у авокадо, она не гладкая, а такая немножко в пупырку, мы тоже будем имитировать здесь такую же текстуру авокадо. Но это чуть попозже. Сейчас мы немножко затемним, тени добавим под авокадо, также смесью темно-зеленого с базой, на косточку вниз слева. Далее смесью светло-желтого с базой добавляем светлые участки на косточку и на мякоть. Потом смесью белого с базой еще дублируем. Темный добавляем под косточку. Это все смеси с базой цветов. Все тени и светлые места вот этой смесью обозначаем. Далее прорисовываем 2 листочка. Просушиваем, добавляем темно-зеленого.
Просушиваем и добавляем еще чуть более темного или тонко-тонко черного, рисуем текстуру листочка. Прожилки. Светлым еще выбеливаем. Здесь уже ярко-белым мякоть и косточку. И добавляем также блики на листики. И блики на шкурку. Но так как шкурка у нас не гладкая, как я уже говорила, мы начинаем смесью и темно-зеленого, и светло-зеленого такие точечки ставить на шкурку. Таким образом она получается такой реалистичной. Не забывайте каждый слой просушивать. Нарисовали листики, просушили, остальное просушили. Просушили и рисуем такие же сердечки, как вот в случае с арбузом мы рисовали. 2 точки ставим, соединяем, получается сердечко на фон, просто чтобы это было повеселее. Все перекрываем глянцевым топом, и у нас получилось вот такое реалистичное авокадо. И последнее, что мы нарисуем в данном видеоуроке, это киви в разрезе. 2 разрезанных киви, или это одно? Одно, наверное. 2 части. Рисуем таким зеленоватым цветом. Ну, средний, он не очень темный, не очень светлый. Я думаю, все видели мякоть у киви. Вот примерно таким цветом мы рисуем сначала 1 круг, и потом за ним 2 круг. Обводим 1 круг бежевым цветом. И этим же цветом рисуем кожуру и со 2 кружочком проделываем то же самое. Далее просушиваем и светло-желтым в середине нашего разреза у киви мы рисуем такой тоже круг, и от него, не просушивая, прям с этой капли желтой начинаем растягивать лучики к периферии нашего киви. Вот таким образом. Далее просушиваем и от этого желтого круга темно-зеленым цветом также рисуем лучики в промежутках между вот этими светлыми лучиками. До самого края мы не доводим, то есть в середине, но не доводя до бежевого цвета. Уже похоже на киви. Далее смесью базы и темно-зеленого обводим нашу мякоть зеленую по периферии, тушуем. А то киви, которое сзади у нас получается, мы его чуть больше затемним, прям смесью вот этой темно-зеленого с базой мы затемним весь наш фрукт. Потому что он у нас в тени. Вот таким образом. Просушиваем. Добавляем чуть-чуть деталей. Там, где необходимо. И начинаем рисовать тоненькие, маленькие точечки, расходящиеся по лучикам, которые идут у нас от желтого круга. Это вот семечки у киви. Очень тоненько. Просушиваем, и на некоторые из этих вот просушенных уже семечек черных ставим очень еще мельче маленькие точечки белого цвета. Это блики. Еще добавляем темно-зеленого по периферии. Чем больше деталей, светотеней, тем реалистичнее получается картинка в целом. Чуть-чуть высветлим серединки еще. И коричневым цветом прорисовываем шкурку киви. Так как шкурка у нас она тоже такая лохматенькая, да, то есть мы прорисуем еще более темно-коричневым текстуру, потом замешиваем светлый бежевый и подмешиваем
текстуру, прям точечки такие ставим по кожуре. Просушиваем, добавляем белых бликов тонко на мякоть. Тоже это делает более реалистичную картину. Прорисовали тень под киви, и так же, как и в случае со всеми предыдущими фруктами и ягодами, мы прорисовываем сердечки на фон. Перекрываем глянцевым топом, и вот такая красота у нас получилась. Чем больше теней и бликов добавляете на ваши рисунки, тем реалистичнее они получаются. В этом и секрет. Пишите в комментариях, как вам понравился урок, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие полезные видеоуроки, ставьте лайки, увидимся в следующих видео.